Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио. И сегодня мы будем плести из бисера для кукол тот самый жемчужный топ. Но сначала важное объявление. В честь своего дня рождения я устраиваю большую распродажу своих изделий. Скидка на все товары моего магазина целых 30%. Акция продлится всего 2 недели, начиная со дня выхода этого видео. Так как по известным причинам оплата на моем сайте временно не работает, заказы буду принимать через соцсети. По всем вопросам также пишите в личку, не стесняйтесь. Ну а в самом магазине можно посмотреть стоимость и наличие товаров. Итак, для плетения топа возьму крепкие нитки. Вместо них можно взять и леску, но с ней плетение получится жестче. А из ниток топ будет более мягким и будет лучше сидеть на фигурке куклы. Также понадобится 2 бисерные иглы. И, конечно же, сам бисер. На самом деле, как такового, одного порядка плетения этого топа не существует. Все плетут его так, как им удобно. Ну а я покажу вам сам принцип плетения и свой способ применительно к куклам. Отрезаю нить 1,5 метра, чтобы точно хватило. И вдеваю ее концы в иголки. Набираю первые 4 бисеринки. Одну иглу продеваю в последнюю бисерину в противоположном направлении, то есть крест-накрест. Затягиваю концы нити с бисером примерно на середине. Получаем вот такой крестик из 4 бусин. Это и будет основной и единственный элемент плетения. Основной принцип плетения – это достраивать крестики до 4 бусин. Так как одна у нас уже есть, набираю еще одну на первую нить и 2 на другую. Продеваю иголку с одной бисериной в последнюю бисерину на другой. Какую именно нить выбирать не имеет значения. Главное достраивать крестик. Мне удобнее сначала сплести общую длину топа, равную обхвату под грудью куклы. Так плету полоску до нужной длины. У меня получилось 35 крестиков. Теперь буду провязывать высоту топика. Для перехода на следующий ряд нужно сместить обе нити на одну бусину от текущего места в нужную сторону. Начинаю плести второй ряд. Продеваю нижнюю нить в вершину ближайшего крестика. Теперь есть уже 2 бусины. Значит, до крестика нужно еще 2. Вторую нить ввожу в бисерину со стороны имеющегося ряда. И продеваю в вершину ближайшего крестика. Так плету до конца.
Таким же образом проплетаю еще один ряд. Делаю несколько временных узелков и оставляю концы для завязок. Теперь буду плести треугольники лифа. Продеваю новую нить в вершину центрального, то есть в данном случае 18-го крестика. Я хочу, чтобы все плетение крепилось между собой, поэтому проплетаю вокруг. Одну нить провожу через 3 бисерины центра. Затем в вершину 17-го крестика. Набираю 3 бисерины и продеваю в ту же вершину. Другую нить провожу через 3 бусины нового крестика. А затем через вершину соседнего крестика. И дальше просто плету в бок до 8 крестиков. Теперь в каждом ряду буду убавлять 2 крестика. Верхнюю нить увожу в вершину, а нижней делаю круг и вывожу по диагонали. Плету треугольник, пока не останется 2 крестика. И на вершину крест-накрест вплетаю одну бусину. От нее буду плести бретельки. У меня они будут шириной в 1 бусину. Продеваю в нее обе нити крест-накрест. А затем еще одну. И так плету до нужной длины. У меня набралось всего 25 бусин. Креплю другой конец бретельки между последней и предпоследней вершинами. Закрепляю кончики нити между бусинами. Также в качестве завязок можно пришить ленты или оставить те самые временные нити. И вот такой жемчужный топик для кукол у меня получился.
Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.